одна из самых лучших моделей. It looks awesome. Происходит артикуляция оси. Это еще не конец, стойте! Есть полный салон. Как это называется? Доска для серфинга. Всем привет, с вами Егор, вы на моем канале Lego Garage. Сегодня у нас известный гость. Konnichiwa. Hello, I'm Madoka. Это Мадока, лего-дизайнер, который проживает в Японии и радует нас одними из лучших моделей автомобилей Lego Technic. И, что не менее важно, все его модели имеют бесплатные инструкции. Подписка на его канал снизу в описании, там ссылка, также не забудьте подписаться и посмотреть все его модели и инструкции. Сегодня Мадока приехал к нам в Россию на очередные соревнования по Lego Trial, которые пройдут в Москве. У нас есть немножко времени, чтобы снять с ним обзор одной из его моделей, которую он презентовал нам в этом году. Давайте коротко вам расскажу про модель. Вообще модель уникальная. Во-первых, это Jeep Wrangler. Машина не менее известная, чем Toyota Land Cruiser. В исполнении Мадоки я не слукавлю, потому что действительно так. Одна из самых лучших моделей Jeep Wrangler вообще из Lego Technic. Тут использована по минимуму Lego система, а здесь это важно, потому что передать вот эти вот решетки, а также тонкий капот с помощью Lego Technic не так-то просто. У Мадоки это очень хорошо получилось. Более того, он сделал ее модифицируемая, то есть здесь снимается вот так вот легко крыша. Также у него открывается здесь задняя дверь, здесь запасное колесо. Багажного отсека особо нет, потому что здесь нет пола, хотя кто хочет, это можно сделать, можно реализовать. Естественно, открываются двери, как и в настоящей машины. Дверные панели, они легко съемные. У Мадоки даже заготовлены сразу легкие каркасные двери, которые нередко любят использовать любители приключений, езды по всяким каньонам, когда нужно легко высунуться, быстро посмотреть и оценить остановку сбоку. Соответственно, вторая дверь тоже меняется. Но я предпочитаю оригинальный вид. Также открывается капот. Под капотом у нас ничего нет, практически пустота, то есть можно там даже что-то сделать. Здесь есть светодиодные фары, естественно, которые горят, вы это видите. Подвеска – это изюминка данной модели. Здесь не используется ни одного амортизатора, при этом у модели очень хорошая артикуляция, больше, чем у моделей с амортизацией подобного же масштаба. Подвеску я покажу вам позже. Кроме того, он сделал несколько модов. К сожалению, здесь не могу продемонстрировать, но в инструкции у него показано несколько вариантов переднего бампера. Вот это один из вариантов, также есть стандартный, без этой дуги, и, по-моему, какой-то там еще третий был. А сейчас модель находится на 68-х колесах. Это колеса увеличенного размера, такие были в 90-х годах в наборах серии Model Team. Сейчас, к сожалению, они очень дорогие и редкие. Изначально он строил модель на колесах 62-го размера. Они здесь, честно говоря, маловаты. Поэтому сейчас модель уже немножко модифицирована, о чем сейчас расскажет нам Мадока. Итак, покажи нам, Мадока, как эта штука работает. This is a modification of my Jeep Wrangler. I put those 6-8mm Model Team wheels on it and lifted body one stud higher for prevent these larger tires touching inside fenders. I also improved its chassis for stability. The model doesn't roll off sideways easily like the original, yet keeping good axial articulation. Так как Мадока использовал в модели осевое крепление колес, то есть не на 3 пины, как это делается в ступицах, а именно на оси со стопорами, то здесь можно попробовать поставить колеса сторонних производителей. Я предложил это сделать Мадоке, мне кажется, результат очень классный, сейчас вам это покажет. Подобные колеса, диаметр у них примерно 75, наверное, ближе к 80 миллиметрам. That's my side, and that's your side. Your side? My side? Для установки этих колес требуется небольшая их модификация. Об этом стоит, наверное, отдельно рассказать. Вкратце, если то рассверливается отверстие немножко, чтобы ось входила в него, и вклеивается угловая шестеренка на 12 зубьев. Вы видите результат. What do you think, Мадока? It looks awesome, especially these aggressive tread patterns. I like it. I like it too. It's true American style of a true American iconic car. Сейчас также Мадока поможет мне снять кузов, и я вам покажу, как устроена подвеска, о которой я сказал в начале, где не используется ни одного гвоздя, ни одного амортизатора. Мадока, please help me to remove the body, and I show the viewers the construction of the chassis. Блок питания находится в салоне, и есть только одно сиденье.
сиденье водителя, естественно. Но причина в том, что модель короткобазная, и здесь просто нет места, чтобы все оптимально расположить. При этом багажный отсек помещать батарейку не очень рекомендуется, потому как это влияет на развесовку модели. Вот это уникальное шасси на не менее уникальных колесах китайского производителя. Особенность шасси в том, что здесь нет амортизатора, как я говорил. То есть здесь у нас построено таким образом, что если у нас происходит артикуляция оси, то за счет подъема этого рычага и вот этого вот рычага происходит передача толкающего движения на заднюю подвеску. То есть у нас, по сути, мосты могут работать только в противоположные стороны. Вот такая особенность. Минус такой конструкции в том, что мы не можем просто взять вот так вот и сжать обе подвески. Мы можем делать только, по сути, вот такую вот крестовую артикуляцию. Но для маленьких триальных машин это даже лучше, потому что здесь равномерно распределяется вес при езде машины по препятствиям, а не так, чтобы только одна подвеска работала. Вот. И артикуляция, как я сказал, здесь, конечно, больше, чем у моделей с амортизаторами. В данном случае мы немножко с Мадокой ограничили ход подвески передней, в частности, потому что когда она работала слишком сильно, у нас колеса все же касались арок, поэтому нам пришлось сюда поставить пины с шарами, которые не дают слишком сильно вот этой вот штуке двигаться. Вот. Также особенность модели — это рулевая система. Здесь, по сути, вот стоит М-мотор, актуатор, который через систему рычагов и тяги производит поворот колес. Очень интересная система. Естественно, автовозврата нет. В то же время все находится в центре, и на оси нет никаких утяжеляющих предметов, вроде моторов. На движении используются два L-мотора. Понижение здесь 8,24, а потом 12,20. Достаточно хорошее понижение, и крутящий момент на колесах высокий. Еще один момент — это наличие здесь дифференциалов в осях. С одной стороны, это плохо, потому что мы теряем в проходимости, но с другой стороны, учитывая, что у нас очень хорошая артикуляция, и при хорошем течении обстоятельств все колеса всегда будут трогать поверхность, поэтому вывешивание у нас здесь происходить не должно, естественно, при разумном, грамотном вождении машины. So that's the end. Goodbye. Goodbye. Это еще не конец. Стойте! О, привет, Захар. Привет, Захар. Что ты хотел нам рассказать? А вот эту машину. Что это такое? Это Захар. Это Jeep Wrangler Unlimited. Понятно. Чем он отличается от Мадокиного джипа? То, что у него есть усиленный бампер, каркас, сзади запасное колесо, колеса новые, Классные колеса. светлительная лампа. Также у него есть шноркель. Еще у него есть новый тент. Новый тент. Новый багажник на крыше, в котором лежит... в нем там лежит... Как это называется? Доска для серфинга. Доска для серфинга. И домкрат. Еще даже масло. Канистра с бензином. Канистра для бензина. Вот тут используется лопата для крышки. Как видите, подвеска у него работает немножко с меньшим диапазоном, чем на Мадокином джипе. Мы уменьшили горки, потому что здесь на самом деле совсем другое шасси. Шасси я поставил сюда от Toyota Hilux, более реалистичное, на мой взгляд, что для меня важно. И здесь уже стоят стандартные нам полюбившиеся амортизаторы на 6,5L, мягкие. База, как сказал Захар, удлинена. Естественно, шасси абсолютно новое. Есть полный салон. Также снимаются все двери, как передние, так и задние. Есть полный салон, причем задний диван трансформируется, там есть подлокотники, можно его сложить для груза. В качестве рулевого мотора используется серво. Я думаю, что это будет разговор для отдельного видео, поэтому, наверное, на сегодня мы наконец-то закончим. Это небольшое видео и видеообзор. Сейчас будет демонстрация того, как Мадокин джип ездит по препятствиям на новых колесах.
колеса альтернативные, 70 с чем-то миллиметров. Стоп! Все, пока. Пока. Пока.